Приветствую, интеллигенция! Сегодня с пылу жару разбираем свежую новинку, вышедшую под предводительством Top House. И судя по тому, что у игры больше 65 тысяч виш-листов, игру хотят многие. Вы молодая ведьма Джессика, которая решила покинуть тихую деревню и покорить мегаполис. Но вместо волшебных огней и возможностей вас ждет суровый неон, безумная квартплата и городские жители, у которых на уме только одно. Ну, вы поняли. Сразу по приезду нас берет под крыло и под камерой Лия, строгая, но очень внимательная хозяйка. Она не только дает стажировку себе в магазине, но и сдает комнату за вполне скромные $400 в неделю. Правда, уже через 3 недели цена подскакивает до 2000. Не заплатишь? Тогда готовься. Хозяйка начнет монетизировать тебя по $1 за заход, пока долг не будет закрыт. Охуеть, да? Основная механика игры — варка зелий. Поначалу рецепты простые, всего 2 ингредиента. Но с каждой неделей все усложняется. Больше компонентов в зельях, новые виды клиентов, новые ограничения и все такое. Как я отмечал выше, зелья состоят из ингредиентов, которые нужно не забывать закупать. Варим зелья, закупаем ингредиенты, валим зелья и закупаем. Варка зелий происходит через мини-игры, которые начинаются от перемешивания в стиле «удержись в кружке» до нажатия вовремя на сердечки, пока тебя клубничат слаймы. И вот теперь с этими вводными данными мы начинаем обзор сюжета. Первую неделю все происходит довольно спокойно. Заезжаем в квартиру, смотрим сообщения о приеме на работу, варим базовые зелья, и на 4-й день нам предлагают подработку на складе ПВЗ, где разбрасываем по коробкам все, от дилдаков до гаечных ключей. Забираем свои копейки и уходим. 5-й день открывает нам библиотеку, в которой нас знакомят с библиотекарем Тогой. Арчиха, которая обожает пошлости не менее, чем новые книги. Она предлагает за деньги помочь нам изучить новые рецепты, а изучаются они с помощью очередной мини-игры «Собери буквы в слова». И скажу так, буквально вчера, когда я запускал игру, цена на рецепты была немного меньше. Но с первым патчем они выросли в раза в 2-3, а это означает, что инфляция добралась и до этой игры. Изучив первые рецепты и поработав еще пару дней, настает день оплаты за квартиру. Идем к хозяйке и отдаем честно заработанное, а нам в ответ поднимают квартплату и милостиво отпускают на следующую неделю. Возвращаемся домой, и Тога пишет нам на телефон некие сообщения и даже засылает свою ню-фоточку. А открыв почту, замечаем видеозапись с подписью: «Какого куя в 3:42 ночи тебя в магазине клубничали тентакли?» Ох, ну я глянул это видео и скажу так, тут такое показывать нельзя. Там во все отверстия. Так что заходите на Boosty и Tribute, где уже есть все вырезанные клубничные моменты из этой и других обзоров на канале. Также я стараюсь облегчить вам жизнь, чтобы вы сами не проходили игру в поиске всех сцен. Нет, но за это лайк, думаю, нужно поставить. Новую неделю начинаем с похода за новым рецептом и возможностью варить трехкомпонентные зелья. Варим, варим, варим! И на 9-й день нам стал доступен магазин одежды, где работает миленькая девушка Эш. Ха, поверили? Это фэмбой. Куда же без фэмбоя в топ-хаусе? Нас учат тому, что разные одежды имеют разные пассивки. Но где их посмотреть, я так и не понял. Так что покупаю свою первую одежду, нижнее белье, и иду тестировать. По ходу игры все вокруг, а это Лия, Тога и Эш, активно будут слать нам нюдисы и на что-то намекать. 10-й день встречает нас новыми условиями. Теперь нас будут посещать демоны, а еще через пару дней к нам придут и ангелы. Ни демонам, ни ангелам нельзя верить. Когда они говорят «хочу такое-то зелье», забей на это. Они сами не знают, чего хотят. Варим демонам только похоть демона, а ангелам ангельскую красоту. На 12-й день заходим в библиотеку, а там Арчиха создала искусственное тело, чтобы скакать на нем. Ужас. Мы осуждающе смотрим на нее, а она начинает оправдываться. Я развернулся и ушел. В тот же 12-й день я уже стал замечать, что ингредиентов и выбора зелий стало много, а это только половина игры. На 14-й день снова платим за квартплату, и нам снова присылают видеозаписи, где нас осуждают за использование в клубничных делах безобидных слаймов. Слаймы Джессика, маленькие, безобидные, дрожащие комочки слизи. Идеальный питомец для ведьмы. Были, пока ты не решила с ними поиграть. Ну и конечно же сама запись хороша. Вообще, клубничка в этой игре — мое почтение. Каждая сцена — это минуты полторы контента. Жду интеллигенцию на Бусти.
На начало третьей недели Джессике дали возможность создавать сложные зелья из 4 компонентов. А это уже на минуточку уровень. На 17-й день я изучил все нужные рецепты, и нам рассказывают, что к Джесс будут приходить орки. Эти привереды пьют зелье только с перемолотыми ингредиентами, а значит бери блендер и перемалывай компоненты для них. Но сам блендер пока что, вот на начало, просто ужасно работает. Бывает, что он багуется и не перемалывает вообще ничего. И остается только единственный способ просто прогнать орка. Но вот тут, к примеру, не помогло даже это. Пришел еще один. Я, конечно, понимаю, что это все было до патча первого дня, и все пофиксят. Но я всегда нахожу баги, так что я решил об этом сообщить. На следующий день нам пишет Тога и говорит: ты молодец, что изучила все. Приходи, отметим. Я, как доверчивая девушка с добрыми мыслями, иду в библиотеку. Но что там происходило дальше? Ужасно. Зелья смены пола, Джессика, Тога, Лия, книги, жидкости и... Кстати, я давно не говорил о подработке. Цена там прилично возросла, и теперь можно получать $272 вместо 62 в первую неделю. Подходит 19-й день, а это означает одно: к нам приходят эльфы. Еще одни привереды, которые не переносят ни комочков, ни кусочков. Им нужно выжимать все соки из ингредиентов. И перед эльфами мы забегаем в магазин, чтобы купить костюм кошечки. Как по мне, почти самый топ из скинов. Дальше идем в последнюю смену перед сдачей денег, где выжимаем соки эльфам, молим ингредиенты оркам, поем демонов и выдаем зелье разврата ангелам. В какую, вселенную я попал? Квартплата пройдена, и нам посылают новое видео. Джессика, ты намазала зельем руку помощника, который нужен мне для выполнения заказов. Он стоит как сотня твоих почек. Еще одна такая выходка, и я вмешаюсь. Вот же упорная леди. Ну раз так хочет что-то сделать с нами, то пришла бы сразу, я-то не против. В этом видео, кстати, нам дают свободное управление. Трогай, втыкай, завершай. С 22 дня нам открываются максимально сложные рецепты. Но как будто и этого было мало, нам также добавляются ограничения. К примеру, в 22 день нельзя обслуживать мужчин. Так, что за дискриминация такая? В другой день нельзя обслуживать эльфов и так дальше. А если обслужишь, он скажет: сегодня нас нельзя обслуживать, я все расскажу начальнице. Это что за выстрел себе в ногу? Забрал зелье и вали отсюда радоваться. Ладно, отойдем от рутины, прямиком в магазин одежды. Там покупаем самый топовый наряд, состоящий из тентаклей. Нет, ну вы только зацените это. Кстати, напишите, какой костюм вам нравится больше. Я выберу некоторые комментарии и вставлю в следующий обзор. Вот он весь перечень. Костюм кролика, без одежды, стандартная форма, нижнее белье, купальник, щупальца, кошечка, медсестра и коробка. Перед сном напишет Лия и говорит: ты такая молодец, я скоро приду тебя радовать. Открываем следующее сообщение и видим, что Эш зовет нас в магазин, куда мы и отправляемся утром. По приходу в магазин, прям в примерочной, нас отклубничивает Эш. Мы в шоке, а он говорит: а ты что хотела? Ты думала, что так просто все закончится переодеванием? В нашем магазине моды, магии и плохих решений ты идеально подошла. Оказывается, даже тут в примерочной нас могут отклубничать. Опасный все-таки мегаполис. В дополнение к этому, когда мы вернулись после смены домой, нас еще и хозяйка отклубничала с использованием зелья смены пола. Я, конечно, осуждаю такое. И, кстати, какого фига раздеться и ходить на работу голый в магазине одежды стоит 900 бачей? Непонятно. Игра близится к совершению, и перед концом я хотел бы вам показать, как проходит типичный день нашей ведьмочки.
Тэнкс. И вот на утро перед заключительной оплатой квартплаты нам приходит сообщение о том, что нас очередной раз спалили. И теперь уже в окружении гоблинов. Да блэд, опять нашу Джессику отклубничали. И к тому же снова со всех сторон. Платим нашей Лии последнюю квартплату, и открывается концовочка. В ней нас переводят из стажеров настоящей ведьмы, а это полная ставка, бесплатное проживание. Так еще и друзья появляются. И совсем не важно, что недавно они все ее отклубничивали по-жесткому. Хотел бы я сказать, что это конец. Но есть еще одна сценка. Там Эш и Огр Тога решили поразвлекаться, снова применив зелье смены пола. И теперь Эш — это девушка Эшлина, а Огр, похоже, мужчина Тог. После завершения и этого дальше открывается свободная игра, которая нам уже не так интересна. Так что спасибо за просмотр, смотрите полный обзор на Boosted Tribute, и отдельное спасибо бустерам. И как говорится, а пока.